Пример приворотного ритуала через канал Гекаты. Алтарь. Образ Гекаты и все дары, которые можно отнести к низким частотам канала. Мясо с кровью, дурманные благовония, белое вино, пьяное молоко, ром и белый перец. 2 восковых вольта. Один представляет вас или вашего клиента, второй — объект, с которым вы работаете. Медицинский ланцет. 2 грубые швейные иглы. В одну заправлена черная нить, в другую — красная. Рабочая свеча, тарелка, мед. Вольты можно подготовить к работе заранее, перед началом ритуала. Сперва свой. Берете его в руки и сонастраиваете с собой по опорным точкам, начиная с копчика, словно строите связи по всем 7 чакрам. 3 капли крови на вольт, на макушку. Вы как бы вдыхаете в куклу частичку себя, своей судьбы, и на рабочие центры — Манипуру и Сватхистхану. Затем отдельной свечой рисуете на тарелке равносторонний крест, капаете воском. Цвет свечи — любой. Тарелку рекомендую взять бумажную и потом ее выбросить. Кладете вольт в центр тарелки, личностно привязываете к человеку, лучше, если есть биологический материал, волосок, например. Но можно просто написать имя человека на бумажке, сжечь ее, а пепел замешать в воск. Можно приклеить на вольт фотографию человека, потом сонастройка по опорным точкам. Можно добавить нарекающие слова. Например: «Лунной дорогой, погостную тропой, до чащи лесной, серых ангелов-вестников посылаю, отправляю, летите да возрадуйтесь, да приветствуйте новую душу и свет крови на новом челе, силой луны троекратной, силой печати мертвой, силой 9 священных ключей. Нарекаю тебя имя, нарекаю тебя имя, нарекаю тебя имя, да будет так». Входим в канал Гекаты. Очищение, освещение, воззвание, соответствующее низким частотам канала, можно написать самостоятельное. Дыхание силы. Смотрим, что включилась потоковая работа канала, и вы можете распознать волны-потоки. Обращаем внимание на поток со спины. Там родовое поле, поле времени и мертвых. В том случае, если ваш приворот делается ради создания семьи с продолжением рода, и только в этом случае, можно дополнительно получить родовую поддержку. Своего рода обязательно, рода другого человека смотрите сами по обстоятельствам. Если будете это делать, дополнительные свечи и дары для рода на алтарь. Включается волна, представляете своих за спиной. Они дышат вам в спину. Дыхание прохладное, пропускаете это дыхание как волну сквозь себя, направляете на образ человека, на которого работаете, как бы приглашая его в свой род. Если работаете для клиента, берите у него для ритуала родовые предметы. И нужно, чтобы свечи и дары родовые он купил своей рукой и потом сам отнес на погост к своим. Дальше очень важно держать внимание в 2 опорных точках одновременно — Манипура плюс Сватхистхана. Из этой опорной связки совершается работа. Вольты лицом друг к другу. Лицевую часть помазать медом, как бы приклеить медом вольты. Сшиваете вольты по 2 центрам. Просто продеваете насквозь иглу 1 раз. Красная нить — Сватхистхана, черная — Манипура. Отрезаете иглу с обеих сторон, узелки 7 узлов. Нить берите длинную, иглу предварительно прокалите на свече, а то вольт сломается. Во время завязывания узлов можно добавить текст. Узлы Сватхистханы. Не я вязь вяжу, но Геката, владычица 3 миров. Связь тела, связь страсти, связь похотных снов, связь желания, связь рождения, связь отчаяния, связь мы и ты, связь ночи, связь дикости, связь жидкостей, связь сладости, связь жизни, связь огня, связь воды. Узлы Манипуры. Не я вязь вяжу, но Геката, владычица 3 миров. Связь воли,
связь ярости, связь слова, связь власти, связь действия, связь огня, связь земли, связь духа, связь солнца, связь белого дня, связь магии, связь тишины, связь крика и слова, связь феникса. Потом обматываете вольты 9 раз черной нитью против часовой стрелки, 9 раз красной нитью по часовой стрелке. Потом уходите в нежнейший нисходящий поток. Чувствуете свет на своем теле и внутри него. Образуете из света кокон вокруг вольта. Запираем 6 серебряными крестами. Обычная техника запирания магического действия. Вольты обернуть в тряпицу и после ритуала убрать подальше.